поплыл. Как его? Баклан. Ну что, как гласит старинная японская поговорка, не умеешь ловить рыбу, чисти картошку. Надеюсь, в этот раз все пройдет как надо. О, вон он, опять. Я решил идти в одной кепке, чтобы потом мокрую одежду не тащить с собой. Пока плавал за лещом, смотрите, какой рябуля вырос прямо возле лука. Вот такие суровые тут пауки живут. Добренькое утро. 4 утра. Потихоньку расцветает. Всю ночь дождь шел. По крыше так барабанило. Вроде как спалось в общем хорошо, но звук постоянно отвлекал, но просыпался немного. Ладно. Делаю прикормку. Ой, такую сборную из всего, что есть. И выдвигаюсь на точку лова. Сегодня буду ловить на дальние забросы, я уже говорил. 2 дальника, 1 фидер. Один дальний заброс буду оснащать своими кормушками, как своими. Они покупные, но по факту там не важно какая пружинка. Главное, что я ее дополнительно утяжеляю для того, чтобы рыба лучше засекалась. Вот, ставлю свои крючочки достаточно из тонкой проволоки, такие острые. Ну, это вот как я это вижу. И она, в принципе, ловит вполне себе нормально. Но сегодня у меня множество монтажей разных. Тут и убийцы карася, и флеты, и всякие разные пружинки. И не пружинки, просто на грузах монтаж с крючками. В общем, очень много разных. Это мой хороший приятель, мы с детства общаемся. У него было, производство этих они делали сами. И тут эта контора закрывается и распродается. В общем, я говорю, давай я возьму, попробую их, поэксплуатирую. Все, что ловит, скажу. Вот, то есть все как есть. Кому понравится, какие-то нужны, оставлю телефон в описании под видео. И приятеля выручу. И сам для себя буду понимать, может быть, моя кормушка, на которую я вот ловлю уже многие годы, не идеальный вариант. Может быть, что-то придумали поинтереснее. В общем, попробую сегодня все вот эти вот виды кормушек. Вот. Это еще не весь ассортимент. Там есть и эти блесенки, вот эти мандулки делают они. Флетов очень много видов. Ну, я выбрал такое, что мне так на глаз приглянулось. Так, вот у меня будет тазик прикормки. Так. Вот сухарики. Основной компонент. Так, дальше совсем немного, как я говорил, прикормки, сыпучки. Ну и дальше достаю из ведра все, что там есть. Может быть, там мука, манка, макуха. Уже такая пахнет еле-еле, потому что они со временем запах макухи быстро уходит.
свежее, самое то. Приправа для рыбы. Пусть будет. Да, приправ целая пачка. Так, это кукурузная крупа. Ее, конечно, бы отварить неплохо, но я думаю, что она и замокнет. Она же уже помолотая, значит, должна быстро размокнуть. И, короче, будет вкусно для рыбы. Перловка. Но ее сырую я добавлять не буду. Не знаю, что это. Очень похоже, что здесь тоже был опарыш. А может, приправа какая-то. Так, мука старая. Не знаю, сколько ей лет. В общем, я все туда. Еще мука. Но уже перебор. Запах неплохой. Чесночной прикормкой. То есть основной запах дала вот эта сыпучка. Залью предварительно водой немного, чтобы сухари напитались и раскисли. А потом смешаю с сухой глиной. Постараюсь ее перетереть. Сита нету, но так, насколько смогу. Вот. И глина утяжелит и будет хорошенько лепиться. Так, ну и для полного счастья добавим сюда в тазик еще кукурузы. Для полного лящевого счастья. Доставал кофту из рюкзака и нащупал, что опять второй раз я брал с собой гамак. И второй раз, скорее всего, не будет времени его где-то установить, поваляться. Так, ну вроде собрался. Пойду отнесу часть вещей. Дорогу снимать не буду, потому что некуда. Еще куда-то под мышку нужно тазик этот взять с прикормкой. Карлос, пойдем. Ну что ж, и снова здравствуйте. Я снова возле хижины. Пробежался к месту ловли. Мокро, скользко, грязно. Вот. И, как говорится, свято место пусто не бывает. Там люди стояли палаточным лагерем. Вот, но я не постарался никого не разбудить. Развернулся и ушел обратно. Вот. Протянул с собой тазик прикормки, все снасти, удочки и все остальное. Так что сегодня будет день водных процедур. Придется лезть в воду, ставить там где-то рогачики. Я смотрю, трава даже далеко за камышом есть местами. Непростая будет рыбалка, но ничего не поделаешь. Возможно, тема будет интересней. Так, нашел пару рогачиков. Сейчас заострю и пойду забивать первую стойку. Удобно, когда основной стволик идет вот так вот ровный, толстый, а вот вторая ветка рогачика вот так в сторону. И такая менее толстая. Тогда можно вот этот вот сюда забивать можно. То есть он идет в одной плоскости с основным стволом. И можно прямо топориком вбить в грунт. По-моему,
великовато, столько не забью. Там, ну, вот такая глубина по грудь. Пока туда-сюда сбегал, уже и солнышко встало. Ух ты. Блин. Далеко заходить вообще неудобно будет забрасывать, если по грудь. Что-то глубоко в этом году. А, собственно, и рогатчики дальше и не позволят. Так. Вот. Какой из них больше. Придется здесь немного прорвать травку. Ну а там я уже ничего не смогу сделать. Ну что, первую можно забрасывать. Мошкары-то и много развелось. Раньше не было здесь ни комаров, ни мошкары. Непонятно, почему так происходит. Сейчас опять костер надо развести, чтобы дымом их погонять. Так, буду ставить бубенчики. Где ты? О, все бегают, живчики. Так, первую снасть заброшу в свою кормушку, которую я сам вяжу поводочки, свои крючочки. Так, на один крючок опарик, на второй кукуруза. Пара шпинка. Мелковатый, конечно, для ляща, но ничего. Будем побольше их по количеству одевать. Все, первая есть. Идем забрасывать. Так. Не знаю куда, везде трава. Вроде даже перебросил траву. Но как вытягивать, непонятно. Ладно, главное, чтобы клюнуло. Я буду параллельно каждый раз вырывать траву. Ее волной потом отнесет к берегу. Руками, ногами. Ну что, за следующей партией рогатчиков и снаряжать следующую снасть. Хоть бы солнышко вышло, как-то не жарко. Мушки издеваются еще. Тут грунт какой-то чересчур плотный камни. Подрублю и поставлю здесь же на одном уровне. Так, а вторую снасть поставлю что-нибудь из магазинных. Так, посмотрим вообще, что здесь есть. Я их еще не раскрывал. Так. Вот такое. Это такие уже готовые монтажи. А, это вообще под бойловую волосяную оснастку на карпа. Так. Даже не знаю, можно, конечно, попробовать и на леща. Сюда пару кукурузинок. Но у меня с собой не шило. Нету. Вот. Ну, в принципе, вполне себе. Так, что еще есть? Так. А ну вот это то, что я говорил. Это мандула ее называют в народе, такая блесна. Можно сказать, плавающая.
на судака в основном. Да и щука хорошо берет тоже. Такую я часто использовал. Здесь вот небольшая пружинка вместе с грузом. Тоже оснасточка такая. Так, это флет. Я хочу найти что-нибудь с пружиной, чтобы было похожее снасти, как у меня. Много карповых. Ага, вот это убийца карася. Не знаю, можете ее попробовать. Тут 3 пружинки. Не, это не этот вариант, потому что здесь травы столько, что я отсюда ее не вытащу. А вот есть с пружиной как раз еще попалась. Так. Вот так выглядит эта снасть. Для чистого водоема, я думаю, вполне рабочая, но здесь я ее забрасывать не буду. Я вообще подумал, что есть смысл забросить фидер, потому что полный тазик прикормки, его нужно выкинуть в точку лова. Тогда уже можно после него забрасывать что-то типа этого. Но сначала побольше закормить. Поэтому сейчас соберу фидерную палку и покидаю в одну точку, постараюсь вот эту всю прикормку. А потом уже буду забивать кормушки. Не забыть расклипсоваться, потому что я, помнится, последний раз совсем недалеко забрасывал. Ну что, забросил кормушку раз 5. Ни разу не смог нормально протащить. Все время продирал сквозь траву. И это без крючка. То есть шансов вытащить леща около 0. Потому что он только станет в траву, оборвешь, да и все. Короче, я уже сбился со счету, какая рыбалка у меня неудачная получается по счету. Но почему-то так. Сегодня даже я подготовился, взял какие-то прикормки, снасти, там взял все. А рыбалки сегодня тоже, скорее всего, не получится. То, что забросил я эту кормушку, а толку, если кто-то ее и найдет в этой траве, то я не продеру в жизни рыбу. Вот, тем более крупную. Короче, прикормку сейчас сделаю шары. Выброшу, наверное, в вершу. Больше шансов что-то поймать на вершу. И возле нее часто слышно, как плещется в камыше в траве рыба. Еще не рестится. Может, какая-то более-менее солидная зайдет. Буду проверять вершу почаще. Через час буду попробовать заглядывать в нее, кто там залез или не залез. Рыбка мелкая бегает здесь кругом у берега. Надо хоть найку что-то поймать, потому что, я не знаю. Честно, такое уже позорище с рыбалкой. Вот. С тем местом соседским. Там нормально, там травы нет, русло рядом подходит. Там можно было комфортно рыбачить. А здесь вообще, пока нельзя. Я помню, что я, конечно, каждый год, прежде чем ловить, граблями вычищал. Я больше старался либо мостик поставить из сижи, перебрасывать траву эту, либо с лодки ловить. В общем, наверное, самый простой и быстрый на этот момент вариант — это лодка. В следующий раз приду только на лодке. Постараюсь на несколько дней. Прикормка то, что нужно, получилось. На крупняка и с кукурузкой, и с сухариками. Что тут только нет.
Пахнет замечательно. Так, ладно, вот один шарик беру, пойду заброшу его в вершу. Вернее, сначала сейчас вытрошу лишние камни из нее. Окунек попался. Она тонет уже и без камней. Сейчас заброшу туда пару шариков таких хороших. Жалко все равно выкинуть. А так, может, найку рыбки поймаю. Так, сейчас посмотрю, куда ее поставить. Может, тут поинтереснее место. В камыше, может, какие караси будут или ленки. Так, ну вот здесь, наверное, можно. Не сильно много травы. Здесь может рыбка лазить. Я вот только думаю, входом в камыши или сюда. Входом в камыши. Я думаю, что вся рыба может там какая-то в камыше стоит. Не вся, но какая-то. Так. И она будет на запах выходить сюда и залезет прямо в ловушку. Вот как раз здесь коряшка. Вот так вот возле коряшки пусть. Как-то я подзамерз. Вроде и распогодилось. Солнышко вышло. А температура невысокая. Раз с рыбалкой так не сложилось. Ну, вернее, она вроде как идет, но такая пассивная. То буду продолжать оббивать двери. Приготовлю поесть еще. Картошки много, наверное, пожарю картошечки. После дождика все влажное. Здесь еще даже жар остался. Колокольчики не звенят. Карлос, ты загораешь? Водичка прозрачная. Видно, что мелочь туда-сюда шныряет. Пока костерок разгорается. Попробую еще раз посмотрю сверху с обрыва. Может, повезет в этот раз. И замечу головля. И все-таки будет рыбалка более-менее интересная. Потому как верши это хорошо. Можно коту наловить. Да и себе там на уху. А так-то для удовольствия. Для меня только на удочку интересно. Пока не видно. Чуть на сыроежку не наступил. Ух ты. Орешки уже появились. Белки еще не пособирали. Ну что, Карл, не видать рыбки. Ну что ж, снова не повезло с голавликами. Мне писали, что это не очень такой желанный трофей в кулинарном плане. В принципе, согласен, что далеко не самая вкусная рыба. Но
Не знаю, я даже его, может быть, с большим удовольствием, чем леща могу съесть. Мне, в принципе, нравится такая рыбка. Жерех тоже многим не нравится. Не знаю, я тоже люблю жереха. Может, потому что это не такой частый трофей, можно сказать. Ну, во всяком случае, у меня на этих реках не так просто его поймать. А ловля довольно много, но это надо и уметь ловить, и знать, где он находится. Да и такой достаточно капризный, не всегда клюет. Но здесь я знаю, как его поймать здесь, просто его сейчас просто нет. Но еще для очистки совести пройдусь туда по упавшему дубочку по дереву. Может быть, с него удастся заметить какую-нибудь интересную рыбку. Эй, куда побежал? Шкрек. Что за веточка? Вот в тапочках скользко стало. О, утка побежала. Ага. Вижу стайку красноперок. Красноперки неинтересно. Во-первых, мелкие. Во-вторых, можно вершу поставить в плавающем режиме. Вот. И тогда их быстро набьется. Туда много. Я уже пробовал в прошлом году так ловить. Не огружать, а просто вот так вот сверху она немножечко так показывается из воды. И как раз они туда заходят. Ну там, не знаю, штук 20, наверное, за раз. Забежал я. По-моему, уху сварил. Малечки плавают. В прошлом году тоже сначала красноперка стаи стояли, а потом начал и карась подходить. Прямо тоже на солнышке грелся такими большими стаями. Опять же, не очень крупный, но такой ладошечный. Но он плохо на удочку не хотел клевать. Видимо, когда он греется, он, ну не знаю, просто загорает. Не хочется ему питаться в этот момент. Дальний заброс стоит, ни разу не зазвенел колокольчик. Ну что, не пора еще вершу проверять. Видно, какая-то мелочь кружится там, где верша стоит, на прикормку подошла. Уже пальцы болят от этого степлера. Закончилось опять. Отрубываю вот эти вот, как их назвать, суставчики такие, как на бамбуке, потому что они очень плотные, и я их не продавлю скобкой от степлера. Вот, и не хватит просто длины скобы. А так прижимаю. Наверное, намного проще было бы работать со свежим камышом. Он будет и сгибаться легче, и прибиваться. А когда высохнет, будет иметь
ну, более красивую форму. Вот, кстати, какой-то непонятный попался. Не полый, а чем-то заполненный внутри. Вот с ним вообще хорошо работать. Он режется отлично, мягкий такой и прибивается хорошо. Да, таких бы побольше найти. Отлично. Ну что, попробовать теперь длинную прибить. Но на нее точно скобки не хватит длины. Я думаю, маленькими гвоздиками, которыми был прибит этот баннер с-под поролона. Вот гвоздиками и прибью длинные камыши. Надеюсь, удастся согнуть по его кривизне и зафиксировать гвоздиками. Гвоздики тоже коротковатые. Ну что, сегодня по техническим причинам не удалось полностью испытать все эти снасти новые магазинные. Но, в принципе, по качеству крючков, по плетеночке меня вполне устраивает. Я буду пользоваться обязательно порыбачу, когда будут подходящие условия ловли. В такую траву забрасывать, ну, не знаю, какую снасть туда можно забросить. Наверное, никакую. Вот простоял уже несколько часов дальний заброс. Ну, там, правда, моя кормушечка стоит, но по факту то же самое все. Ни одной поклевки я не увидел. Может быть, там кто-то и нашел эту наживку, но трава не дала как-то клюнуть даже. В общем, если кому интересно, склад распродается. Цены приятные. Оставлю телефон в описании под видео. Может быть, кто-то занимается продажами, оптом, скидки. В общем, я с этого ничего иметь не собираюсь. Просто помог приятелю распродать свой склад. Так что еще раз говорю, кому необходимо, он может и оптом продать, и в розницу точно так же. Оставлю телефон, с ним все договоренности. Так, ну а я пойду проверять вершу. Буду ловить сегодня браконьерскими способами, а не настоящими рыболовными. Это на следующий раз. Вон он поплыл. Как его? Забыл. Короче, вредитель, который рыбу ест в огромных количествах. Он, видимо, хотел залезть ко мне в эту вершу, но не пролез. Баклан. Вот. Так, пойду быстренько доставать, пока он не влез в нее. Проверю, кто там. Ну что, пойдемте проверять. Ну-ка. Тут. Прикол. Ни единой рыбки. Прикормка вот плавает. Рыбки ни одной. Так, ладно. Попробую поставить ее, как я говорил, на красноперку. Придется привязать. А вот баклажечку можно сюда под ремешочек. Опа. Даже баклажку утягивает. Настолько промокла. О, красноперка прямо под руками плавает. На прикормку, наверное, пришла. Так, нужно ее обязательно как-то подвесить. На рогачках, может быть. Так, ладно. Что-то с рыбалкой вообще. Так, ну здесь клюнул пучок травы. Вся наживка на месте, и кукуруза, и опарыш.
а из ловушки, из верши выпали сухарики. И вот уже стая красноперки их поедает. Нужно как-то ее сейчас попытаться... Да не, на камышах не получится. Это ее подвесить. Потому что красноперка, смотрю, только сверху плавает и ест прикормку. Как же ж на рогачках этих. О, я придумал. Я поставлю ее вот на этой вот, на бревне. Закреплю, привяжу ее прямо к бревну. На уровне таком, чтобы краснопер заходил туда. Я думаю, они быстро найдут прикормку и подойдут. Я просто видел, как возле этого бревна плавала рыбка, гуляла. Ну что, как гласит старинная японская поговорка, не умеешь ловить рыбу, чисти картошку. Это, кстати, я ее придумал давно в Японии. Всю прикормку из тазика я положил и в ловушку, и возле нее, и на бревно, к которому ее привязал. И с нее вырываются сухарики, которые не полностью размокли, всплывают, и такой идет по течению шлейф из сухариков, там через каждый там полметра, метр. И где-то там далеко головли крупные или там еще другая рыба какая-то, может карпы, они начнут эти сухарики подъедать и идти как по дорожке, по запаху, откуда они приплыли. И зайдут все в эту вершу. Ну, если пролезут, конечно, там-то отверстие не сильно большое. Ну, хоть мелкие, но пролезут. Там сомики, карпики. Да. Остается только такие байки сочинять рыбацкие. Как-то, если даже сюда не попадется ничего, то придется менять название канала. Я вообще всегда вот по жизни был очень везучий на, ну, даже вот на ловлю рыбы. И мне часто говорили, ты даже в луже рыбу поймаешь. То есть я всегда там, кто меня хорошо знает, там говорит, так, Леша, выбирай место, где будем рыбачить. Всегда так считали, что у меня, ну, фарт есть на это дело. А тут что-то произошло. Меня это сильно не напрягает. Если честно. Не знаю даже почему. Как-то рыбалка немного у меня уходит на второй план. Раньше я без нее вообще не мог. Ну, регулярно ездил. Вот. А сейчас и без рыбной ловли можно, оказывается. Хотя было бы приятнее, конечно, поймать пару подлещиков на дальний заброс, чем не поймать. Или какую-то мелочь в эту ловушку. Ничего. В следующий раз, ну что, в следующий раз только с лодки, наверное. Надо думать что-то с якорями. Мне не хочется мешки. Понятно, что все рекомендуют. Мешок камнями наполнил, бросил с веревкой. Но их никто не вытягивает. И даже если ты там и хочешь вытянуть, он, скорее всего, там веревка или с него может, ну, оторваться. Он со временем в воде такой уже, мешки начинают рваться. Вот. И их, как правило, хватает на один сезон. И я как представлю, сколько там этих мешков белых.
Вот, как они там на дне выглядят. И потом, когда бросаешь, постоянно эти зацепы. То веревки, то еще что-то, то мешки. Не сильно мне хочется этими мешками. Не знаю, может и придется что-то придумать. Типа такого. Еще говорят 5-литровые баклажки. Они же, ну тоже их наполнить песком, камнями. Я думаю, что это неудачная вообще идея в том плане, что, во-первых, они сами по себе гладкие и будут скользить по дну, будет плохо держать лодку. Во-вторых, если их привязать там, ну, к ручкам, например, то ручки со временем вот на волнах лодку шевелят, и она туда-сюда, туда-сюда. Со временем ручка отломается, скорее всего, и это все там останется. Не знаю, если к горлышку, то тоже может веревка потянуться, там соскочить. Ну, не знаю, такие мысли у меня. Но в первую очередь, что они гладкие и плохо будут держать дно. Вот. Ну и, конечно, с другой стороны, не сильно хочется какие-то якоря, ну, с собой тянуть, типа кирпичей или там железных якорей специальных, там покупных или самодельных, неважно. Но не хочется маленькую лодку, там все не поместится. Так что, скорее всего, придется что-то с мешками делать. Но желательно их вытащить как минимум до холодов, потому что они там, если пролежат, то следующей весной вы уже пользоваться ими не будете, они наверняка оторвутся там. Я, блин, такой дубль промазал, там все так классно и коротко, и все четко, блин, и смешно было, с юмором. И не нажал на запись. Прикинь. А второй раз повторять оно уже чуток не то, ну ничего не поделаешь. Мне вот интересно, если эту посудку помыть не просто такой тряпочкой мягкой, а как обычно песочком, там в речке. Ее сразу можно выкинуть или еще чуть-чуть она послужит. Ну что, вроде так легко отмывается тряпочкой. Даже без моющего, без песочка, без ничего. Картоху люблю нарезать соломкой. Мне кажется, так вкуснее получается. И перемешиваю ее один раз, как и мясо переворачиваю на шампуре. Дать немножечко ей поджариться, чтобы получилась корочка. И один раз перемешал. И на второй стороне тоже будет корочка. И все, тогда она не будет поломанной, кашей такой. А будут такие вот целые кусочки. Я надеюсь, и в этот раз все получится. Не прилипнет. Все зависит, конечно, от сковородки. Но, как правило, если ее хорошенечко разогреть и масло, то картошка не должна прилипнуть. Но бывают исключения, очень редко. Надеюсь, в этот раз все пройдет как надо. Масло не забыть принести в следующий раз. Потому что вдруг рыбу поймаю, а масла нет и не пожарить. О, теперь по уровню. Пока нагреется сковородка, можно подготовить лучок, чесночок. Если нарезать картошки полную сковородку, то она, ну, не будет такой подрумяненной, поджаристой. Тоже каша получится. Нужно, чтобы не более 2 слоев было. В принципе, вроде бы неплохая кастрюлька. Единственное, крышки нет. Дольше закипать будет без крышки. Но так моется хорошо, покрытие
наверное, неплохое. Лучок как арбузик дольками. Карлос, беги, дам косточек. Ох, и пахнет уже. Давненько я не ел жареной картошечки. Круги расходятся прямо возле ловушки. Приплыло много небольшой рыбки. Вот там, где бревно выглядывает из воды. Вот там прямо они все крутятся. Так, ну что, готово. По-моему, отлично получилось. Не люблю себя сам себя хвалить, но на этот раз все точно получилось. Шикарно прямо. Красиво, вкусно, не прилипло, выглядит очень аппетитно. Ну что, всем приятного аппетита, я буду обедать. Просто класс. Рыбка плещется. Я вот думаю, глубина не такая уж и маленькая, вот рыбка выходит. Красноперку запросто можно ловить, если прикормить перед травой. Вот здесь-то до камыша травы практически нет. И вот я вижу стайка красноперки. Можно на обычную удочку попробовать половить в следующий раз. Хотя можно и в этот переделать спиннинг, но уже неохота. В следующий раз нужно однозначно как минимум 2 ночевки, лучше 3, а лучше вообще пару недель. Если бы мне ничего не мешало, я бы с огромным удовольствием здесь еще на полгода бы остался. И желательно с того момента, когда я ушел, чтобы закончить цикл полностью. Год был непрерывного пребывания. То есть встретить, конец зимы, весну всю пройти, ну и начало лета. И вот бы завершился полностью. Все сезоны бы я прошел здесь. Когда-нибудь так и сделаю. Вроде всего 4 карташины, 1 луковица. Я уже наелся практически. А вчера, наоборот, банка тушенки и еще 4 карташины. И так съел, аж не заметил. Сейчас наблюдаю за малюсенькой птичкой какой-то водоплавающей. Утенок там, или не знаю, как правильно она там называется. Ну, похоже, что необычные утки. Может, того же баклана или еще кого-то. В общем, один-одинешенек плавает туда-сюда. Пытается там головой куда-то что-то поймать, достать. Вот, но неважно, не в том дело. Смотрел, и как раз на глаза попалось кто-то так из травы. Такие плавники крупные, блин. Вывернулось как-то необычно так. Не просто, что там карасик выпрыгнул или карпик, а как в кино показывают, как киты вот эти вот, так они пузом такой плавничком. И я думаю, ух ты, опять. Ой. Там такие плавники, если это лещ, то килограмма 3, наверное, не меньше. Опять на том же месте. Вроде ж как нерест уже должен был пройти, по идее. Я поставил испытать еще эту вторую чашечку, которая, вроде как для чая, я так подозреваю, для напитков. Я хоть
уже и говорил, что не кофеман и к чаю тоже равнодушен, в общем-то. Мне достаточно просто воды попить. Но вот растет липка. Совсем недавно она цвела. Я, если честно, и не знаю. Ну, надо именно этот цвет во время цветения. Или сами вот эти вот. Ну, короче, я нарву, что есть. Заброшу, чтобы заварилась, да попью. Но уже так не пахнет, конечно, когда цветет. Но все равно попробую, что оно получится. Так, ну все. Огромный лещ больше не показывается. Хотя, скорее всего, это был синий кит. О, вон он. Опять. Попытаюсь это увеличить на компьютере. Качество, конечно, скорее всего, плохое будет, но чтобы видно было, что я это не придумал, что у меня не опять приступ там, как мне писали, деменции. Плохо крышечки нету, конечно. Рыба продолжает надо мной издеваться. Возле верши они так прямо вокруг и снизу, и сверху плавают, прыгают. А лещ вот прямо сейчас вот так вот делает. Плавничками лежит на спине и вот так вот на спине плавает. Как кит. Меня уже посещали мысли пойти вырубить какое-то копье или дубину и переквалифицироваться в охотники. Я так подозреваю, лещ этот, наверное, больной или ну не знаю, что с ним происходит. Это ну как бы необычное поведение на спине плавать. Обычно умирающие рыбы так себя ведут. Ну, такой достаточно крупный. Конечно, не 3 килограмма, как мне показалось. Как говорится, у страха глаза велики. Ну, такое килушка точно есть. Просто я не понял, как так эти плавники. Мне он сразу ассоциировался с этим, с китом, да, каким-то. Поэтому сразу и завышена характеристика. Все-таки от рыболова хоть что-то осталось. Приукрасить свой, даже не свой улов, просто рыбу. Так, липовый чаек получился, даже не... Ну, они как бы цветочки еще есть, но они уже высохли, засохли. А сухое по факту тоже целебное. Ее же собирают, сушат, правильно. Так что это еще нормально. Вкусненько. О, опять. Не хочется. Реально можно. Я понимаю, что можно за стеной этой травы подойти к нему. Вот там, где рогачки у меня стоят. Он, скорее всего, не увидит меня. И дрыном таким метра 3 палкой, когда он начнет опять плавничками там сверху, дать ему немножечко по шее и быть с уловом. Но не буду. Рыбка, небось, мучается. Может избавить ее от мучений. А вдруг она это выздоровеет, поправится. Пусть это выздоравливает, а я приду и поймаю нормальным способом. Извините, что сёрбаю так громко, но не при... ну как, это как обычно. Но дело в том, что микрофон тут на голове, на кепке. И очень все это передает. Ладно, ребятки, я бить его не буду, но для вас это зайду сейчас в воду, опять переоденусь и засниму, чтобы вы его увидели. Так, ну я буду потихонечку идти.
Так, там уже на берегу тенек, поэтому поэтому шорты могут не высохнуть. Я решил идти в одной кепке, чтобы потом мокрую одежду не тащить с собой. Надеюсь, поэтому я вот так вот крупным планом. Так, ладно, переключаю на фронтальную камеру. О, вон она еще крутится. Сейчас тихонько, главное не испугать. Ух ты, спинка. Хорош пескарик. Так, ну выплывай, негодяй. Так, ладно, я пока отвлекусь на мелкую рыбку. Вот их здесь прямо стайки ходят. А сам буду смотреть в другую сторону, когда этот лещ будет выныривать. О. Да, он, скорее всего, больной. Круги наворачивает. Поймать его, что ли? Руками ж можно поймать. Похоже, он меня заметил и сбежал. Иду сушиться на берег. Да, прямо возле верши такая стая. Думаю, туда, конечно же, зашли. И весь корм сверху сожрали. Ладно, не буду ее сегодня и трогать. Да, рыбалка сегодня ни в каком формате не получилась. Даже руками не поймал рыбу. Хотя, в принципе, можно было. Пока плавал за лещом, смотрите, какой рыбуля вырос прямо возле лука. Только вчера лук посадил, а вот сегодня вымахал. Вот это кабаняра. Кто знает, что это за модель гриба. Шучу, конечно, я его нашел неподалеку. Просто сорвал сюда, притащил, пересадил. Такая красная шляпка, у него пористая, губчатая такая внутренняя поверхность шляпки. Ну так, с виду похож на какой-то благородный, но вот это такая вот красного цвета, считай, шляпа необычная. Не знаю, это все меня пугают сатанинским грибом. Они, возможно, в каждом климате, в каждом регионе могут иметь свой окрас, свой оттенок. В общем, вот такой. Пусть растет. Только я начал не спеша собираться в сторону дома, упаковывать рюкзак, складывать удочки, как нежданно-негаданно начался дождик. С той стороны небо было чистое с водоема, даже близко ничего не было похожего на тучи. И даже над головой нигде нету, и он ни с того ни с сего пошел. Оказалось, он подкрался из-за леса. Тучка, вроде бы должен пройти. Здесь небо синее. Я не переживаю, что дождик. Просто не хотелось бы в ливень, а он так прямо серьезно начался. Дело в том, что мне возвращаться придется тем же путем. То есть лезть через вот эти вот чащи, трущобы, буреломы, там, где я прямо заблудился и запаниковал. Я не знал, как выходить, потому что, блин, не мог найти выхода. Опять пошел дождик. И мне придется опять идти именно той же тропой, потому что, мне же к машине нужно выйти. Если я выйду тропой, которую знаю, без проблем выйду. Но мне до машины еще топать и топать придется. А так не хочется. Очень далеко придется топать.
Так, ну дождик вроде так попугал. Но еще придется мне преодолеть очень неприятный участок. У меня даже мысли не было там достать камеру, включить, потому что я там не мог. Я там, ну, так буквально на 4 лапах там ползал, как эти поросята, там кабанчики. Потому что с рюкзаком, ну, не пролазил я нигде. И рюкзак приходилось снимать, протаскивать, потому что с ним вместе не мог просто проползти сквозь эти. Короче, вообще туда не хочется. Вот такие суровые тут пауки живут, что едят жуков, оленей. Ты готов, Карлос? Погнали. Да, идем. Давай. Не кричи. Карлос, ты не спеши. Я ж дорогу не помню. А вернее, ее там нет. Ну что, топаем домой. Дождик немного морсит, но это не страшно. Мне единственное непонятно, что если Карлос и поведет меня домой, то, скорее всего, такими тропинками, где я просто-напросто не пролезу. Было бы неплохо, если бы он повел так, как мы с ним ходили уже. Вот. Ладно, если будет что интересное, я включусь. Я продолжаю движение по лесной дорожке. Осталось немного до вот этих непролазных буреломов. Прямо очень не хочется туда лезть. Я как вспомню вчерашний день, как же было это неприятно. Ну да ладно. Я снял, пока шел по этой дорожке, небольшое видео панорамное 360. Кто захочет, оно выйдет следующим после этого. Что еще хотел сказать? Да, собственно, и все. Ну там я подробно объяснил, как пользоваться именно теми или иными средствами просмотра для видео 360 градусов панорамных видео. Вот. Ну, вроде достаточно подробно. Вот. Так что пробуйте еще раз посмотреть. Я думаю, что если полностью разберетесь, то будет очень даже интересно. Ну и на этом буду прощаться с вами. Всем мира, добра и здоровья. Кому понравилось видео, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не потеряться. Если колокольчик нажмете, то видео новое вышедшее будет у вас в оповещениях. То есть вам будет уведомление, что вышло новое видео на канале Календарь Рыболова. Вот. Ну а те, кто подписан, как и раньше, ставьте лайки, пишите комментарии. Это помогает продвигать видео, соответственно, развивать канал. У меня будет больше возможности снимать для вас. Вот такие вот делишки. Так что всем пока-пока. Увидимся в следующих видео.